Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Ну что, новый патч, погнали посмотрим, что здесь такого новенького поменяли. На самом деле я хочу попробовать поиграть на убийцах, потому что убийц нереально апнули. В текущем патче убийцы заиграли, ну, можно сказать, новыми красками, потому что убийцы первого уровня, что убийцы второго уровня, они сейчас наносят первой тычкой 100% крит шанс. И это на самом деле прям, ой, крит шанс. Критический урон. Короче, у них 100% крит удар идет с первой тычки. И на самом деле это жестко, потому что, ну, это сильный баф. Это очень сильный баф убийц. Не знаю, зачем они так сделали, так при том всем они еще понерфили гоблинов. Короче, ребята, будет обзор патча на канале, я сообщу отдельно в своем телеграм-канале, поэтому давайте, присаживайтесь сейчас все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, дня. Если ты на меня еще не подписан, еще до сих пор не прожал свой лайк, то обязательно это все сделай, потому что у меня годный контент, и думаю, тут безоговорочно годный контент. Ну и спасибо огромное за поддержку, и, кстати, я... не говорил это в предыдущем ролике, но хочу сказать в текущем ролике. Я хочу выразить огромную благодарность Вилляру, моему подписчику, за то, что подогнал мне системный блок с начинкой, причем довольно-таки отличной начинкой. Короче, там комп прекрасный, поэтому огромное ему спасибо. Я был очень удивлен, и на самом деле он сделал такой подгон, и это просто шикарно. Я не могу передать это словами, насколько я благодарен, поэтому надеюсь... он меня прекрасно понимает. Вот. Поэтому огромное ему спасибо. И кстати, я сегодня планирую провести стрим, но так как у меня уже 2 недели нет нормального света... Опа, 2 клевера. Ну, короче, раз мне упало 2 клевера, то это намек, скорее всего, либо на пант, либо же на охотника. Это мы посмотрим. Сейчас посмотрим, что еще за предмет второго тира упадет. Ну-ка, сейчас, секундочку, я продолжу свою мысль, потом предыдущую. Так, 2 охотника есть. Хорошо, берем 2 охотников. Отлично. Это мы убираем, это убираем. Молнии есть, молнии нет. Есть кристалл маны плюс 50. И... я бы хотел взять, на самом деле, этот кристалл маны плюс 50, но не факт, что я буду играть через прокаст. Вообще не факт. Ладно, порандомим. Ну, на самом деле, неплохой предмет. Под клевер прям вообще неплохой предмет. Нормально. Пойдет, короче. Пока что вот охотников ставлю, а там уже посмотрим, от чего отталкиваться. Так вот, возвращаю свои мысли. Так как у меня 2 недели нет нормального адекватного света, кто вдруг не знает, кто вдруг не видел то, что я там писал и, соответственно, говорил в предыдущих роликах, то, соответственно, у меня сейчас идут ремонтные работы по улице. Меняют столбы, меняют провода, строят трансформаторную будку. Ну, точно я не знаю, как правильно называется. Ну, короче, занимаются делами. Вот, 2 недели нормально света у меня нет, поэтому если вдруг включат мне пораньше свет, то сегодня в 6 часов вечера будет стрим. Поэтому запасайтесь вкусняшками. А в телеграм-канале я, соответственно, напишу обо всем. Почему я говорю, что я заранее напишу в телеграм-канале? Потому что, допустим, сегодня мне включили в 8 вечера свет. То есть его в 9 часов утра выключили, в 8 вечера мне включили свет. Это трэш. И прикол в том, что перед турниром, грубо говоря, вот такая вот сейчас тема происходит. На телефоне играть я не могу в авточес. Из-за того, что у меня телефон уже довольно-таки старенький, он очень греется, он уже батарейку не держит. Короче, много проблем есть с этим. Поэтому на телефоне поиграть я не могу. На ноутбуке я использую для работы. Только вот в выходные дни, соответственно, я могу в авточес поиграть на ноутбуке. И, в принципе, все. И то. Не очень комфортно на ноутбуке играть, есть там свои прикольчики, ну, не суть-то важно. В общем, короче, нет возможности, все, кратно. 16 хп, и этот пингвин выжил, прикиньте. О, наконец-то мой пингвин, еще и улучшение пришло. Я надеюсь, ты мне хотя бы пант нормально насыпешь, чтобы хоть что-то было полезное от тебя. Я, кстати, наверное, Тинкера все-таки возьму. Блин, вот я здесь вижу какую сборку. Драконов-магов я вижу здесь сборку. Но, возможно, я сыграю через шаманов. Я шаманов люблю, а если получится сыграть через 12 уровень, будет вообще шикарно. Но так я пока что не вижу здесь шаманов. Возможно, мы сыграем просто через драконов. А, я не один такой скилловый, там тоже парень скилловый. С Линой в 2 звезды. Много людей играют через лустрик. Для меня это только в радость. Жалко, конечно, что у меня нету бафа мехов.
я бы с удовольствием поставил бы себе мехов и кайфовал бы от жизни на 200%. Просто получал бы халявные роллы. Баф людей. Ну, в принципе, на 7-м раунде получить баф людей... Грех отказываться, классно. Ну, мне нравится. Сейчас мне нравится. Я доволен. Баф людей это хорошо. Причем у меня еще и Лина в 2 звезды есть. Если бы у меня, знаете, была ЦМ-ка и Легионка в 2 звезды, было бы идеально. Это, конечно, все мои мечты. Но сейчас я буду экономить свои деньги на опыте. Может быть, пандочка упадет, и я, соответственно, все-таки выйду из инкама. Поставлю себе пандочку. Ну, посмотрим. Что-то пандочка пока как-то не хочет идти. И вот, к слову, по поводу панд. Панды, на самом деле, стали намного чаще падать. И вот я заметил такую тенденцию, и могу, скажем так, уверенно ответить вам. Может, конечно, мне везет. Вот, а там чел скилловый, 2 палки в Лину закинул. Красавчик. Ставлю лайк. Одобряю. Если сейчас выиграю раунд, цемку не продаю. Проиграю, продаю. Так вот, по поводу панд. Если вы ставите панды разного вида, то все эти панды дают некую вероятность, что вам упадет, соответственно, панда. Либо же какая-то раса. Ну, рандомная фигура. Короче, я думаю, вы меня поняли. И, соответственно, клевер на каждую панду работает по отдельности. Вот так вот. То есть ставите панды все разного вида, и все будет работать. По поводу дублирующихся панд, я ничего не могу сказать, потому что, ну, я сколько раз ставил дублирующиеся, вот имею в виду 2 пивные панды, там, допустим, 2 эмбера, 2 хитреца. О, ну нормально. Мне Шторм Спирит упал. Мне нравится. И клевер сюда. Так вот, по поводу дублирующих панд я вообще ничего не могу сказать. Работает это, не работает. Одному лишь китайскому богу рандома известно это. Не, ну я бы хотел на самом деле, чтобы не упал хитрец. Из плюсов у меня сейчас куча денег, я сейчас получаю кучу опыта. В общем, старт прекрасно. Тьфу-тьфу-тьфу. Блин, не знаю, какую реликвию хочу. Ну, либо аптечку хочу. Может, сейчас, конечно, нефритовый генерал упадет. Но вообще я хочу поиграть на убийцах. Может быть, если мне Эмбер сейчас будет хорошо идти, я, соответственно, поставлю себе Эмбера как керри и буду играть через него на 9 убийцах. По крайней мере, я хочу это попробовать. Горло, успокойся, пожалуйста. Хватит включать режим Жигуля. Молю. Кстати, здесь еще есть реликвия яиц. Так что, по идее, мы можем делать 3-звездочную панду очень быстро. Самое главное, чтобы эта панда приходила. А я хочу, допустим, панду-убийцу, так как хочу попробовать поиграть на новеньких убийцах. Так что вот так. Хочется мне, вот хочется. На самом деле, то, что мне упала сейчас магическая панда, это не особо-то круто, потому что, вот, допустим, люто влияет, это хитрец. Потому что ты тогда ставишь себе и синергию кунг-фу еще сверху, ну и, соответственно, хитрец, он летает и наносит много такого урона. Мало ли того, что синергия кунг-фу наносит урона, то, соответственно, еще и сам хитрец нормально так урона вкидывает. Ну, короче. Посмотрим. Посмотрим, на чем буду играть. Если, соответственно, каточка более-менее получится удачная, то вы по превьюшке все сами поймете, на чем я здесь буду играть. Правильно? Правильно. Ну, как-то так неинтересно тогда. Я тут вам озвучу свои мысли, все такое, там, рассуждаю, на чем таком там сыграть, там и тому подобное. А вы все по превьюшке и так прекрасно знаете. Вот ладно, нормально. Только что хотел, скажем так, накидать коричневого на вентилятор, потому что думал, что у меня вражеский тинкер сейчас вынесет, но нет. Ну, травма у меня осталась. О том, что вражеский тинкер меня почему-то по КД выносит, а я почему-то не могу вынести его своим-то тинкером. И даже если он у меня будет 2 звезды. Вражеский тинкер почему-то 3 ракеты кидает в моего 2-звездочного тинкера. И как бы я ни старался, это как какое-то проклятие. Как прям с новым героем. На самом деле, знаете, как я хочу поиграть? Я хочу сделать себе 9 убийц, плюс нового героя собрать в 3 звезды. Кающегося епископа. Потому что с ним урона под убийцами там такой космический. Ну ладно. То такое.
Что я хочу сказать вот по поводу патча. Ну, давайте, наверное, после этого раунда. А еще у меня нос чешется. Сейчас чихать буду. Ну, надеюсь, что не буду, но вероятность таковая имеется. Обалдеть. Мне упало 2 реликвии, которые я хочу, но я не знаю, что выбрать. Понимаете, там и гнездо Мамора упало, которое вот реально хорошо зайдет мне. Можно любую панду туда закинуть, можно легендарку туда закинуть, но упала еще и реликвия яиц, что намного как бы профитнее будет под синергию панд, если, соответственно, эти панды будут падать. Под синергию панд. Но это как полностью открыть и полностью закрыть приложение. Угу. Да. Предметы, конечно, у меня шикарные. Мне бы хотелось предметы на ману. По поводу патча. Выскажу свое мнение. Выскажу сейчас свое мнение, это то, что я проиграл этот раунд. Но оно и логично. У меня стол намного слабее, чем у него, поэтому я как-то, в глубине души я хотел выиграть его. Хотел. Но вот... Кого интересует то, что я хотел, правильно? Ух ты. Ух ты. И яйцо, и магическая панда, так это что, надо их совместить, да, получается? Так, полюбить их вместе? Ну, погнали. Была не была, почему бы нет? В 2 звезды, это, конечно, не нефритовый генерал, это, конечно, не хитрец, но... Пойдет, короче. Не буду пока спешить с реликвией, это на самом деле... Ну, хотелось бы мне некоторые реликвии, например, аптечечку хотелось бы, но тут слишком хорошая мне сейчас реликвия упала, понимаете? Слишком хорошая. Так, а что ты тут закинул Мамору? Кто-то может понять, по какой причине он туда закинул Клокверка? Кто-то может это понять? Еще чел каким-то образом там винстрик ему сбил. Боже, какие ультра умные действия происходят в этой игре. В Мамору закинуть Клокверка. Я надеюсь, он мискликнул, потому что если закидывать, то хотя бы уже Тинкера. Получить раннего Тинкера себе в 3 звезды, это тоже хорошо. Резака хотя бы в 3 звезды. Но явно не Клокверка. Я думаю, это мисклик. Прям как я когда-то эльфийскую волшебницу закинул случайно. Иного объяснения у меня нет. Не, ну может кто-то мне в комментариях пояснит, почему так сделано было, но у меня догадок нет. А клеветать человека просто так не хочу. Хочу лишь сказать то, что у меня была аналогичная ситуация, когда я закинул туда случайно эльфийскую волшебницу, поэтому не буду ничего такого делать. Не буду поливать грязью. Сочувствую единственное, что этому человеку, если он туда закинул случайно Клокверка. Сочувствую. Может, Абадона поставить вместо нового героя, либо вместо одной панды. Я просто не хочу убирать одну панду. Ну, мало ли мне сейчас панды нормально сыпаться начнут. Да. Или может поставить вместо нового героя Абадона. Не, продам, короче. Продам, пойду в уровень. Надо идти в уровень до 20 раунда. А до 20 раунда надо выйти максимум, ну, как можно больше и быстрее выходить в уровень, потому что есть аптечка священника. Если на 20 раунде мне упадет аптечка священника, я смогу спокойно реализовать эту аптечку священника на 200% и взять себе 12 уровень. Но если, во-первых, у меня получится хп много сэкономить, и во-вторых, это если мне упадет аптечка священника, потому что она может тупо не упасть. А если упадет, то прекрасно, замечательно, жизнь удалась. Но что-то как-то, я смотрю, мне грустно падают сейчас панды. Они почти вообще не падают, можно даже это так назвать. Стол у меня для 15 раунда неплохой. Так что вот так. Знаете, как мы можем здесь поиграть? Я могу попробовать реализовать ту сборку, о которой я как-то говорил в одном из своих роликов, когда играл на пандах. Когда мне очень хорошо падали панды. В общем,
Это 5 драконов, все панды, плюс синергия кунг-фу сверху. И играть через хитреца, либо же через Марс, ну, короче, через что-то такое. Я думаю, это будет прикольно. А ну-ка, что думаете, напишите в комментариях. Взять себе 12 уровень и реализовать такую вот сборку. Это очень сложно будет, но ради контента, я думаю, стоит попробовать. Ну тоже, ребят, сразу вам говорю, из-за того, что у меня сейчас очень часто выключают свет, и то, что я делаю множество попыток для того, чтобы снять вам качественный контент, интересную игру и все такое, то, возможно, иногда будут игры однотипные. Но я думаю, тут вы меня прекрасно поймете. О, да, детка. Сюда эту прикормку. Во-первых, мне хитрец упал. Во-вторых, мне упал антимаг. Кайф? Я думаю, кайф. Берем. Ладно, в кристалл я не верю. А вот в барабаны верю. Арканцы это топчик. Топ за свои деньги. Мана регена много, всего много. Антимага... Ну, блин, вместо панды я так не хочу ставить этого антимага, если честно. Может, все-таки это влияет, когда у тебя дублирующие панды стоят? А может и не влияет, кто знает. Ну... Ладно, я скипну палку. Я в любом случае через убийц не проиграю. Кольцо стало максимально бесполезным. Теперь оно только для шаманов работает, потому что оно больше ману не дает. Такой бред на самом деле. Ну и чисто позиционку там менять, и все. Это все, для чего сейчас нужно это кольцо. Это такой бред. Вот плеваться я готов на то, насколько это бредово. Тупо убрать из колечка ману. Я не знаю, какой там игровой эксперт это надумал. Но это бред. Полный бред. Двойные клыки. Но шаманы здесь не собираются. Ой, шаманы, жрецы. Короче, скипаем. Жрецы тут не собираются. Ну, я более чем уверен, что жрецов тут не будет. Я уверен на 200%, что здесь будет инсектоид. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Спасибо тебе за такой подгончик. Ой, какой ты красавчик. Просто давай сюда. Давай, давай. Мне как раз они нужны, твои денежки. Там темпларка есть. Созрел гениальный план. Я хочу поиграть через темпларку и показать вам убийц. Синергия кунг-фу там собралась. Хочется взять гнездо Маморы под темпларку. Когда мне темпларка упадет, я поставлю темпларку в гнездо Маморы. И мне нужна темпларка будет, ну, минимум в 2 звезды. Минимум. Ну да, я думаю, стоит все-таки попробовать. Хотя, может, и не брать. Или брать. Или не брать. Сложный выбор. Очень сложный выбор. А, это... Ай-яй-яй! Какой же ты чертолет! Ой-ой-ой! Боже! Да, впервые в жизни я скипнул медальон с полной уверенностью о том, что жрецов здесь не будет. И по итогу нарисовался жрец. Вот это закон подлости. А еще нарисовался типчик, который будет играть через инсектоидов моих любимых. Вот он же нехороший человек.
Это очень плохо, то, что там есть чел, который будет играть через инсектоидов. Потому что если я сейчас себе не найду очень быстро темпларку, не соберу ее в 2 звезды, мне будет нереально туго в этой игре. Ну и тоже, мне новый герой нужен хотя бы в 2 звезды. Желательно, конечно, в 3, но в 2 звезды тоже пойдет. На самом деле, сейчас даже можно тогда и на 6 убийцах играть. То есть ставишь 6 убийц и 4 ведьмака. И по кайфу будет. Да. Ну, взял уже себе 10 уровень, нашел себе темпларку. Ой, против инсека будет тяжело играть. Очень тяжело. Ну ладно, пока что не загадывай наперед. Может, кто-то его вынесет быстрее. А может, и я вынесу его. Вероятность такая имеется. У меня еще и винстрик имеется. Панда так сыпется, обалдеть. Берсерк есть, кстати. Я возьму здесь Момору. А здесь... Я думаю, Шлемареса взять. Чтобы я ролился на 10 уровне, как на 11. И если, в принципе, сейчас возьму Шлемареса, то я могу прямо сейчас активировать этот Шлемареса и чувствовать себя максимально вальяжно. Зевс в игре есть. Там зверей поставил сейчас он, а не инсеков. Интересно. Вертолет есть даже, обалдеть. Вертолет это вкусно. Так, ладно, ждем темпларку. Я закину темпларку в гнездо Маморы. Дай бог, чтобы темпларка пришла довольно-таки рано. Надеюсь, шлем Ареса окупится. По крайней мере, мне так хочется, чтобы шлем Ареса окупился. Потому что если шлем Ареса не окупится, будет печально. Будет грустно и печально. Ладно, пока все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Все-таки... Некр так идет еще. Ну, пока что леча нет в игре. Я мог бы сделать себе здесь 12 уровень и попробовать поиграть через нежить. Но так как там собирается чел играть на инсектоидах, это будет максимально грубой ошибкой. Вот, кстати, Эмбер пришел. Ну, поставлю пока Эмбера. Пусть стоит. Явно лишним для меня не будет. А там чел 2 темпларки уже нашел. Серьезно? Охренеть. Это плохо. Это очень плохо. Прикол в том, что у него есть еще яйцо. Он мог бы сейчас бы эту темпларку сделать себе в 2 звезды, закинуть туда все предметы и под инсектоидами разваливать. Темпларка даже и без убийц нормально будет смотреться. Маг-дракон. Неприятно, но думаю снесу. Или не снесу. Нет. Или да. Или нет. Жетон отступника зарешал. И чел на жрецах уже сидит. Вы просто посмотрите на него, как он сидит на жрецах своих вот этих вот. Надо же было ему нарисоваться. На своих-то жрецах. 12 опыта мне надо. Может продать магическую панду? Выйти уже себе в 10 уровень и там начать ролиться потихоньку. Там уже чел 2 мои темпларки украл. Вор. Последний Свен. Ну, кстати, тоже можно было бы поиграть и через Свена. Было бы прикольно. Поставить себе 4 ведьмака, Кири, Свена. Под какой-то сборкой. Либо под духами, либо же под драконами, что неплохо тоже было бы смотреть. Тоже было бы неплохо. Рейд ночных зверей, кстати, еще есть. Если на 30-м раунде упадет рейд ночных зверей, я доживу до 35-го, то будет идеально. Получу 1 000 000 предметов. Тут я выиграл или поехал? А, выиграл. Прикиньте, выиграл. Так, пивную паду. Не понял. О, успел. Это, конечно, ни на что не повлияет, но успел. Так, все.
Мы взяли 10-е, погнали ролиться. 2 вертолета мы уже нашли, но 2 вертолета мне не нужны. Объективно 2 вертолета мне не нужно. И будем постепенно сейчас уже перестраиваться. Перестраиваться в убийц. И посмотрим. Каково это будет сейчас на убийцах херать. Но не покажу всю мощь, конечно, изначально с убийц. Потому что я изначально на убийцах не играл. Только не змейка. Только не змейка! Там миллион магического сопротивления. Нет, не спам, не спами. Какая разница, что там резанули инсектоидов? Вы просто посмотрите, сколько эта падла мне урона нанесла. Но это жертва. Это была жертва. Я эту жертву дал богу рандома, чтобы мне темпларка упала. Это трындец. Минус 35, несмотря на то, что инсектоидов понерфили. Теперь инсектоиды не так много урона наносят. Но кому какая разница, если, ну, плевать абсолютно. Миллион пан поставил сейчас. Это мой медальон. Мой медальон, что все сейчас будет хорошо. Варлок. Вместо темпларки, ой, темпларки, вместо мартретки поставлю. Новый герой, я его, как обычно, не соберу. Даже пытаться не буду нормально его собирать. Хотя, на самом деле, мне бы хотелось его в легкую собрать на 10 уровне. Но чему не бывать, тому не бывать. Хорошие предметы, но нет. Мне немного другие предметы надо. Я хотел найти двойные клыки, но двойные клыки мне не упали. Упала очищающая сфера, что, в принципе, тоже, ну, тоже неплохо будет. Пусть пока так будет. Темпларка перестала расти. 1 из 9, спасибо. Зевс не надо. Свен не надо. Морф не надо. Джакира. Ладно, возьму, наверное, Джакира, поставлю, чтобы чисто стоял. Ладно, пусть будет. Пусть будет. Там в одну цель довольно-таки неплохой нюк. Кстати, знаете, какая у меня идея созрела? Хочу поделиться с вами ей. У меня созрела идея сделать 6 богов и керри Джакира. Что скажете? В одну цель он нереально много дамага накидывает. Да, есть, конечно, более перспективные герои, но вот все же, вот на бумаге, как вам? Как вам это звучит? 6 богов и керри Джакира. Если получится, я и драконов сюда бы запихнул. То есть было бы 6 богов и 3 дракона. Омник, Эмбер. Это, конечно, круто. Я пока что в хитреца все предметы закину. Как-то в хитреца я поболее верю. Один из 9. Как же она не хочет апаться? Это просто нечто. Как она не хочет апаться. Стол у меня шикарный. Все в единицу. Сейчас пару раз ко мне инсектоид придет, расскажет мне, что почем. Но в любом случае, как только я нахожу себе темпларку, я сразу начинаю ролить предметы. Мне надо... Ну, в принципе, можно и сейчас поролить. Да, погнали. Кстати, хорошо, что мне упала палка сейчас. Палка мне поможет, потому что это скорость атаки. Кристалл призрака тоже возьму, потому что это тоже скорость атаки. Темпларка не имеет много скорости атаки, поэтому я беру.
Ну, пойдет, Варлок в 2 звезды пришел, пусть будет пока что. В любом случае, я потом его заменю на нового героя в 2 звезды. А может, вообще не буду заменять. Если мне понадобится так сильно контроль, то я, в принципе, оставлю и Варлока в 2 звезды. Его будет с головой достаточно. Два из 9 темпларка. Надеюсь, что сейчас на следующем раунде она станет уже в 2 звезды. У чувака в настройках стоит автовыставление фигур. Красавчик. То ли забыл это сделать, то ли у него часто баг появлялся. С тем, что вначале ты не мог ничего сделать. Я думаю, все-таки он сделал себе такую опцию чисто из-за того, что у него вначале часто баговалось. И бот вместо него выставлял, соответственно, фигуры. Все, пошел контент. Пошел контент. Погнали. Сейчас только надо продавать лишнее, выставить себе сильное. Ой, хорошо, еще и мартретка идет. Я мартретке буду только рад, если она соберется в 3 звезды. Как раз, соответственно, и посмотрим, что она может в 3 звезды. Так, сюда предметы. Это тебе обратно. Клеверы все у всех есть. 6 убийц пока что стоит. Еще все-таки слабый у меня стол. Но... когда-нибудь подрастем. Когда-нибудь. Надо 9 убийц будет себе просто найти. Так, инсектоид. Здорово. Просто у него был предмет 2-го тира, по которому я тупо не попадал. Как же меня бесит это уклонение, если честно. Оно максимально криво работает. Максимально. Я не знаю, что разработчики накрутили с этим уклонением, но у него предмет 2-го тира, который дает 25% уклонения, работает как не 25% уклонения, а как всегда 200% уклонения. Так, у меня... А кто лишний? А, Скорпион. Это трындец, серьезно. Как это работает, я не знаю. У кого точно такая же жиза? Вот понимаете, если я себе сейчас возьму нормальное количество уклонений, у меня не будет столько уклонения, как у этого молодого алхимика было только что. И при этом у него еще и башер сработал, которым я тупо в вечном стане держал. О, двойные клыки сюда. Сейчас мне станет попроще играть. Намного попроще. По крайней мере, инсектоида я должен спокойно выносить. Из-за того, что у него куча дублирующихся фигур, урон по ним будет лететь космический. Чел играет там на синергии кунг-фу. И там есть чел, который играет на жрецах, но он вроде бы эту пларку под контроль не возьмет. Не должен, по крайней мере. Бам! Боже, как много урона наносит. Мастерская бума и двойных мобов беру. Это по-любому. 100%. Это не обсуждается. О, палка. Сюда. Хорошо. Минус броня. Надо найти минус 6 брони. Может, мне упадет дезолятор, и я скомбинирую этот предмет с дезолятором вместо жетона отступника. Будет минус 18 брони у меня. А если еще упадет Кираса, то там вообще минус 1 000 000 брони будет. Там чел играет на магах, кстати. Сейчас прикольнем его немножко. Рики. Напомню, что Рики кастует намного раньше свою тучку, нежели драконы дают свой прокаст. Потому что там есть такая небольшая пауза. Я поставлю себе синергию древних. Вайпер в любом случае мало чего сможет сделать. Потом поставлю себе просто синергию древних. Ну, по приколу.
Хочу мартретку в 3 звезды собрать. У меня, знаете, галочка на мартретку в 3 звезды. Хочется, хочется. Хочется немножко. Так, здорово, Мак. Как у тебя дела? Не понял. Охренеть, я только что мог вылететь из игры, прикиньте. Он оставил мне 1 хп. Как ты так стер мою темпларку в порошок? Я сейчас не понял. Чё за бред был? Надеюсь, к нему придет инсектоид, который его просто сметет за 1 секунду. Нельзя так, конечно, говорить, но в данном случае я хочу, чтобы это так произошло, потому что я не понял, как он стер мою темпларку за секунду. Она просто в моменте испарилась. Исчезла в пространстве. Как? Как это произошло? Надо 2 мартретки, она у меня будет в 3 звезды. Так, инсектоид, здорово. Вот это у него там алхимик маленький. Ну, чуть маловато алхимоз. Надо как-то, ну, побольше. Слабый алхимик в 3 звезды. Как же у него много уклонения прокает. Но у меня 1 хп был. Мне нереально сейчас повезло, что его вынес. Ладно, короче, вот так сделаю. Ладно, погнали. Щит 5 тира брать не буду, потому что щит 5 тира сейчас порезанный. Там шанс срабатывания 25%, у меня это будет 0%, у моих противников будет 50%. Короче. Короче, вы меня поняли. Не верю я. Я думал, что я в моменте сейчас сдохну, если честно. У меня прям такое маленькое было предчувствие. Мне надо пережить сейчас несколько раундов тупо. Несколько. Ну и мартретка тупо не идет. Просто какой-то закон подлости. В собственном соку. Хорошая расстановка у мага. Красавчик. Ну, тут 10 из 10 по поводу расстановки даю ему. Всегда, когда вы играете на магах, и когда против вас есть Рики, всегда ставьте так кучно своих героев. Всегда, ребят, запомните. Никогда не ставьте иначе. Понятно вам? Я думаю, понятно. Так, ну, у меня, в принципе, Рики... Ну, сюда, в принципе, и кастанет тучку. Это будет плюс уклонение. Так что, в принципе, норм. Но убийцу Горн я не хочу ставить на первую линию. Не факт, что он успеет закастить свою способность. Так, это синергия кунг-фу плюс Горн. Неприятная, на самом деле, у него сборка. Из-за того, что у него есть Горн, там может и стан прилетать, и обезруш может прилетать. И синергия кунг-фу может жестко срабатывать. Из плюсов против него это то, что у меня есть щит темпларки, который не дает мне ваншот прописать. Ой, хорошо. Так, все, я в топ-3 зашел. Сейчас будут двойные мобы, я должен спокойно их забрать из-за того, что у меня есть двойные клыки. Да, в принципе, у меня неплохая сборка. Ну, в принципе, все. Надеюсь, не сдохну. Ну,
по сути, мне нечего опасаться. У меня все более-менее хорошо. Сейчас, я надеюсь, мне еще и по предметам фартанет. Двойные клыки у меня есть. Я думаю, какое-то МКБ неплохо мне зайдет из 4 тира. Может Башер, кстати, зайти 4 тира, который будет неплохо работать против алхимика, когда мы останемся с ним 1 на 1. Ух, тут, блин, неприятный, конечно, там хитрец. Но он не огромный, поэтому, в принципе, плевать. Есть вероятность, что... Большая вероятность, что этого хитреца я снесу в пух и прах. Сейчас только вот самое главное, чтобы по предметам пошло. Так, обезоружь пригодится против алхимика. Кольцо 4 тира я брать не буду. Оно работать не будет против алхимика, потому что у алхимика там миллион урона с руки. Драконий рог возьму. Там БФ он нашел на алхимике. Почему я говорю, что кольцо 4 тира будет бесполезным? Это оно потому, что у него слишком много урона с руки. То есть против всех это будет работать, а вот конкретно против алхимика это не будет работать. А сейчас самое главное, это то, что против меня там есть огромный алхимик. И я, кстати, вот хочу попробовать взять клинок тени. Сейчас посмотрим, как будет работать уклонение. Я уверен, что работать уклонение от слова совсем не будет, потому что это будет максимально юзлесс уклонение. Вот просто сейчас запомните мои слова. И наблюдайте, насколько это будет профитно, а насколько это будет бесполезно. Ну, кстати, может быть, один предмет на скорость атаки скипнуть. Вот этот кристалл призрака. Может, мне упадет там перчатка 5 тира. Хотя у меня маска 5 тира будет бесполезна. Ну, давайте посмотрим. Так, у меня есть клинок тени. А, не. Вот я. О, мисс. Просто каждый второй удар я промахиваюсь по алхимику. Итак, он бьет по мне. Ничего себе. Но у него предмет 2 тира так срабатывает, как у меня 2 предмета срабатывает. Серьезно? Я хоть и не винстрик забрал, но это как-то не греет. Вообще не греет. Ну, типа, насколько это абсурдно? Вдвойне теперь абсурдно то, что мне тупо сейчас не пришла мартретка. Вдвойне, втройне даже абсурдно. Какой же это бред. Ладно, я скипну сейчас эти предметы, и я все-таки скипну кристалл призрака. У меня... Я возьму Мьёльнир. Потому что как бы клинок тени это хорошо, но клинок тени действует мало. Если бы клинок тени чуть дольше действовал бы, я бы с удовольствием... Ух, наконец-то. Наконец-то. Впервые за долгое время, когда там мартретку изменили, я смог собрать ее в 3 звезды. Наконец-то! Так вот, о чем я говорил. Я говорил о том, что как бы клинок тени, если бы чуть дольше действовал, я бы не брал себе Мьёльнир. Да и Мьёльнир, в принципе, хорошо. Тебя бьют, ты хилишься и много урона наносишь. Хотя на самом деле криты, наверное, стоило взять, потому что мне урона надо как-то побольше. Я должен ваншотать прям всех. Я думаю, я совершил сейчас ошибку, то, что взял Мьёльнир. Потому что скорости атаки у меня, в принципе, ну, много. Хотя... Не, как-то маловато скорости атаки все-таки, наверное. Не зря я взял себе Мьёльнир. Не хватает скорости атаки как-то. На самом деле, я бы мог себе собрать сборку. Сборку следующим образом. То есть я бы мог собрать себе кучу минус брони. То есть мне нужна была бы кираса, дезолятор и предмет 1 тира. Но это если бы дезолятор мне упал. Ну это, конечно, жестко, то, что у него там есть алхимик в 3 звезды. Если бы у него не было алхимика в 3 звезды, то игра бы намного легче была. Ну, просто меня бесит клинок. Я первый и последний раз беру клинок тени. Серьезно, больше я этот клинок тени никогда в жизни не возьму. В этом нет тупо никакого смысла. У меня просто, понимаете, сколько уклонения? Мне дает клинок тени. Когда активируется клинок тени, это уклонение удваивается. Ну и, соответственно, скорость атаки тоже. Плюс у меня есть обезоружь, мать его, которая тоже дает уклонение. Как это работает, я не понимаю. 600 урона у него.
И вот поэтому я предмет 4 тира не брал, потому что у чела 600 урона тупо. Уклонение. Уклонение. О. Но все равно, насколько жестко у него уклонение срабатывает. У него тупо один предмет на уклонение. Ну, это кринж. У него один предмет дает столько же уклонения, сколько у меня дает 2 предмета. И вот сейчас та стадия игры, когда мне тупо не хватает урона. Доживем с ним до 40 раунда, я себе хочу либо перчатку 5 тира найти, либо же криты. А еще лучше рапиру. Чтобы мне тупо намного легче было его выносить. Я думаю, рапира меня спасет на 200%. Но сейчас просто наступит тот момент, когда чел тупо в меня 200 из 200 попадет. Надо хотя бы этот раунд пережить. На самом деле на таких соплях живу. 1 хп. Сейчас, кстати, хочу немного другую расстановку сделать, чтобы у меня темпларка сразу начала бить по всем вот этим вот перевоплощенным фигурам. Сейчас еще поставлю Рики под него, чтобы он сразу тучку ставил. На этого алхимика. Ну, погнали. Оп, 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 оп. Ну, криты где? Боже, какой бред. Серьезно. 4 удара подряд, он мне тупо кританул. Несмотря на то, что у меня больше 60% было уклонения. Фу, какая мерзкая игра с уклонением. Никогда в жизни больше от уклонения играть не буду. Никогда в жизни. Когда надо, хрен оно сработает. Когда не надо. Зато у моего противника просто один предмет 2 тира. Вот он. Который дает уклонение. У меня раз и 2 предмета. Какой бред. Тупо не прожил 1 раунд. У него на самом деле предметы, ну, не очень. Как так произошло? Короче, фу. Меня просто это бесит. Нереально бесит. Я не знаю, как передать это словами. У меня было больше 60% уклонения. Чел тупо мне 4 удара из 4. Просто в лобешник. Ну ладно. Там, скорее всего, я совершил ошибку, то, что взял себе именно Мьёльнира, не криты. Хотя без Мьёльнира у меня была бы тычка раз в год, и было бы еще хуже, как по мне. Хотя хрен его знает, может, я бы с критами намного чаще критовал бы, намного больше было бы урона. Но я более чем уверен, что если бы я скипнул маску, и там упала бы у меня перчатка 5 тира, то, скорее всего, с перчаткой 5 тира бы я там гарантированно выносил его в легкую. Блин, обидно, на самом деле, обидно. Тупо 1 раунд не прожил. Ладно. Все, у меня и добавить по игре нечего. Единственное, что я хочу сказать, это то, что по поводу стрима. В 6 часов вечера, если ничего не поменяется, в телеграм-канале я напишу, что будет стрим сегодня. Все, погнали. Ну и что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк, а если не подписан, то обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.